«Смотри, там кто-то есть», — вскрикнула девушка своему молодому человеку, пробираясь через снежные сугробы. И, увидев сверток, ахнула: «Младенец». Девушка подбежала к кулечку, брошенному прямо в снег, аккуратно подняла его, развернула и остолбенела, в тряпку был замотан еле живой. Английский бульдог. Мы были счастливы, когда нашли Сэму и Теу семью. История жизни бульдога Сэма непростая. 8 лет он прожил в хорошей семье, но когда хозяевам пришлось переезжать, взять с собой верного друга они не смогли. Переживали, не хотели расставаться и на улицу не выбросили, обратились к специалистам, которые занимаются помощью животным, чтобы те помогли подыскать новых хозяев. Отбор был строгим, Сэма не хотели отдавать в съемное жилье, в молодую семью или в семью с низкими доходами. Бульдогу нужно правильное дорогое питание, рассказывает Вероника Галкина, хозяйка частного приюта, Мопсодом и компания. Поэтому когда, наконец, нашлась Хойка, приятная женщина Галина Лисаченко, подходящая по всем параметрам, за Сэма искренне порадовались, старичок проживет оставшуюся часть жизни в любви. Заключили даже специальный договор, по которому куратор собаки и новый хозяин – совладельцы. А значит, принимать все важные решения о судьбе Сэма они должны вместе. Мы были спокойны, Сэм уехал домой крепким, упитанным кабачком, и мы надеялись, что теперь у него все будет хорошо, делится хозяйка приюта. Да, по бульдожьим меркам он был пожилым, но ведь и старенькой собаке хочется жить в любви. Мы думали, что Сэм умер, поэтому увезли его в сугроб. Первое время все было хорошо. Куратор время от времени звонил и спрашивал, как дела. Галина отвечала, что Сэм порой болеет, но, когда куратор уточнял, справляется ли она с собакой, та уверенно отвечала, все хорошо. Особых сомнений слова женщины не вызывали, она была всегда вежлива, опрятно одета и рассказывала, что дети без ума от любимой собаки. А сегодня утром еле живого Сэма нашли туго завернутым в пеленку в высоких уральских сугробах. Вот в таком мешке хозяева выбросили бульдога в снег. Они утверждают, что пес умер, но почему, в таком случае, нельзя было похоронить его? Фото, Вероника Галкина. Мы уверены, что Галина просто выбросила Сэма, говорит Вероника Галкина, даже если он болел, мешал им, дорого обходился, да, в конце концов просто надоел, было достаточно сделать один звонок куратору собаки и ее бы забрали на передержку. Почему этого не сделали, открытый вопрос. Когда мы позвонили Галине и прямо спросили, где пес, она сказала, что ей пришлось его усыпить. А потом обозлилась, мол, мы подсунули ей старую больную собаку. Но, во-первых, она знала, на что идет, а во-вторых, даже с пожилым и больным животным нельзя так обращаться, ему забота нужна вдвойне. Зоозащитники собираются писать заявление в полицию, чтобы экс-хозяйку Сэма привлекли по статье «Жестокое обращение с животными». Впрочем, и просто неравнодушные жители Екатеринбурга готовы вступиться за пса. Уральцы еще не отошли от истории про баллонку, которая насмерть замерзла возле аэропорта Кольцово, когда ее бросили хозяева. А тут такое. Скелет Сэма просвечивает через кожу, на мордочке абсцесс, а общее состояние просто ужасное. Сейчас за его жизнь борются ветеринары. По Сэму видно, что он долго ничего не ел и болел. Фото. Вероника Галкина. Впрочем, сама Галина утверждает, все совсем не так, как кажется на первый взгляд. В нашей семье 3 детей и 2 взрослых, которые обожали эту собаку и носили ее на руках. Тяжело вздыхает женщина, последний год она постоянно болела, нам никто не помогал, а последние дни Сэм вообще не ел и не пил. Дети, да и мы с мужем, постоянно переживали, на него было больно смотреть, пес умирал. А сегодня утром я встала и поняла, что Сэм скончался. Чтобы не пугать детей, мы вывезли труп на улицу. Да, растерялись, в нашей жизни впервые такая ситуация. Я не представляю, как Сэм мог ожить, мы были уверены, что он умер. Забрать его сейчас обратно мы уже не сможем. Детям объяснили, что он умер, это будет для них шоком. И, увы, у нас сейчас тяжелая финансовая ситуация, поэтому помочь оплатить его лечение у нас, к сожалению, тоже не получится. Тем временем, уже есть десятки желающих взять английского бульдога, когда он поправится. Только вот теперь условия отбора новых хозяев будут еще жестче.